Мир движется навстречу. Обыденный человеческий разум безуспешно пытается воздействовать на отражение в зеркале, тогда как необходимо изменить сам образ. Образом является направление и характер мыслей человека. Вся беда в том, что люди сначала смотрят в зеркало и только вслед за этим выражают свое отношение к увиденному. Тем самым они, вольно или невольно, изъявляют намерение, что еще больше усугубляет действительность. Склонность к негативизму порождает все новые негативные черты в зеркале. Индивидуальный слой мира окрашивается в мрачные тона и наполняется малоприятными для его владельца событиями. Когда человек впадает в уныние, в зеркале, соответственно, тучи сгущаются все сильнее. А стоит ему настроить себя агрессивно, как мир в ответ тут же ощетинивается. Обратите внимание, если вы поссорились с кем-то, резко выразили свое недовольство, тогда вслед за этим обязательно нагрянет еще какая-нибудь неприятность. И чем больше раздражаешься, тем настырнее цепляются новые напасти, все вокруг начинают чем-то досаждать. Человек привязан к зеркалу нитями важности. Ведь все, что там происходит, это, собственно, его жизнь, и она имеет большое значение. Человеку либо нравится то, что он видит, либо нет. Но в любом случае его мысли по содержанию совпадают с отражением, и тем самым еще больше укрепляют существующее положение. Поскольку образ находится во власти отражения, постольку и человек попадает в полную зависимость от окружающей его действительности. Чем неистовее чувство, тем сильнее привязка к зеркалу. Что ты думаешь, это не важно, главное о чем. Нравится тебе отражение или нет, ты все равно думаешь об этом. Имеет значение лишь содержание мыслей. Неприятие всегда направлено в обратную сторону. Да оцепись же ты, или как надоело все это. Но независимо от направления отношения несет в себе предмет недовольства. А неистовые чувства, рожденные в единстве души и разума, придают образу четкие очертания. В результате в отражении начинает преобладать все то, что соответствует содержанию образа. Оттого бедные беднеют, а богатые богатеют, все они смотрятся в зеркало мира, и каждый по-своему констатирует облик окружающей его реальности. Эта реальность засасывает, как болото. Старушка в очереди за пенсией. Уставшая женщина с тяжелыми сумками в набитом автобусе. Больной, скитающийся по медицинским учреждениям. Всеми своими мыслями они пребывают в этой мрачной действительности. А кто-то в это же время наслаждается жизнью. Море, яхты, путешествия, шикарные гостиницы, дорогие рестораны, все, что душе угодно. Во всех случаях, независимо от характера обстановки, производится констатация факта. Вот так мы и живем. Точнее, живем, как мыслим свое существование. Зеркало подтверждает и все больше укрепляет содержание образа мыслей. И не стоит приводить стандартные возражения, что, дескать, начальные условия у всех разные, кто-то родился в бедности, а кому-то досталось богатое наследство. Да, отправная точка во многом определяет, как начнется констатация образа жизни и как будет развиваться в дальнейшем. Но это вовсе не означает, что стартовый капитал решает все. Существует множество примеров, когда люди из самых низших слоев попадали в самое высшее общество, и наоборот. Может, это редкие исключения, которые лишь подтверждают правила. Верно, вот только если исключения все-таки возможны, значит не так уж незыблемо это правило. В какой бы глубокой яме вы ни находились, знаете, все можно изменить, причем радикально. И совершенно не важно, что вы понятия не имеете, как это осуществить. Вам не обязательно знать конкретный выход, он сам найдется. Вам кажется, что вы пребываете во власти обстоятельств, изменить которые не в состоянии. На самом деле это иллюзия-бутафория, которую при желании легко разрушить. Дело в том, что мы все неосознанно ходим по замкнутому кругу, наблюдаем реальность, выражаем отношение зеркала, закрепляет содержание отношения в реальности. Для того, чтобы преобразовать реальность, нужно просто выйти из этого круга. Вот вы смотрите на окружающую действительность, и вам кажется, что изменить ее невозможно. И это действительно так.
Внутренним намерением вы пытаетесь воздействовать на отражение, но вы не в состоянии оказать на него сколько-нибудь значительное влияние. По эту сторону зеркала слишком мало возможностей. Зато вы способны взять под контроль свое отношение к реальности, и тогда за дело возьмется внешнее намерение, а для него не существует ничего невыполнимого. На обратной стороне зеркала имеются такие варианты развития событий, о которых человеческий разум и не подозревает. Так вот, для запуска механизма внешнего намерения требуется выполнение пятого зеркального принципа, необходимо переключить внимание с отражения на образ. Другими словами, нужно взять под контроль свои мысли. Думать не о том, чего не хочешь и пытаешься избежать, а о том, чего желаешь и стремишься достичь. Взгляните еще раз на формулу замкнутого круга. Человек в буквальном смысле движется по этому зеркальному кругу, как ослик. Привязанный к зеркалу своим отношением, примитивной реакцией на действительность, он столь же незатейливо пытается догнать отражение в стремлении что-то в нем изменить. А теперь попробуем обратить зеркальный круг вспять, выражаем отношение зеркала, закрепляет содержание отношения в реальности, наблюдаем реальность. Что при этом получается? Примитивная и беспомощная констатация отражения прекращается, а на ее место приходит намеренная и целенаправленная констатация образа. Вместо того, чтобы привычно выражать недовольство по поводу увиденного в зеркале, я отворачиваюсь от него и начинаю в мыслях формировать тот образ, который хотел бы видеть. Это выход из зеркального лабиринта. Мир остановился, а затем двинулся мне навстречу, и вот я уже не бегу, а стою на месте, и теперь сама реальность надвигается на меня, и уже другой ветер дует мне в лицо, ветер внешнего намерения. Я все сделал наоборот, прервал бесполезную погоню за отражением, отпустил мир и позволил ему самому разворачиваться в соответствии с моими мыслями. Зеркальный круг так и остался замкнутым, но теперь не я иду по кругу, он крутится сам, движимый внешним намерением. На смену моему внутреннему намерению пришло внешнее, поскольку я отказался от попыток воздействовать на отражение. Я лишь целенаправленно формирую в мыслях желаемый образ, а дуальное зеркало уже само воплощает соответствующий сектор пространства вариантов в действительность. Единственная трудность заключается в необычности ситуации. Непривычно то, что элемент «наблюдаем реальность» поставлен в самый конец круга. Человек больше привык действовать по правилу «что вижу, о том и долдоню». Он посылает миру свое воззрение, а тот, как эхо, возвращает обратно лишь выхолощенную суть. «Не хочу, чтобы шел дождь. Дождь, дождь. Не хочу учиться. Учиться, учиться. Не хочу работать. Работать, работать в результате в действительности воплощается рафинированное содержание отношения. Можно представить себе следующий монолог зеркала, уставшего от всей этой бестолковщины. Тебе плохо. Ладно, чего тебе надобно, чтоб хорошо было? Ты не хочешь. Может, ты наконец соизволишь ясно изложить, чего желаешь? Тебе не нравится. Ну так поведай, любезнейший, что угодно тебе. Все очень просто. Негативное отношение необходимо заменить позитивным. Следует провести инвентаризацию мыслей и изъять оттуда все частицы «не». Недовольство, нежелание, неприятие, неодобрение, ненависть, неверие в успех и так далее, весь этот мусор затолкать в мешок и выбросить на помойку. Ваши мысли должны быть направлены на то, что вам хочется и нравится. Вот тогда в зеркале будет отражаться только приятное. Следует понимать, что благообразная реальность будет сформирована не сразу. Понадобится терпение и осознанность. Теперь все не так, как прежде. Вы не реагируете на окружающую действительность, а принимаете команду на себя и сами намеренно посылаете в мир свои мыслеформы. Вопреки видимому негативному отражению, выражаете позитивное отношение. Да, это, скажем так, необычно, но что лучше, находиться во власти обстоятельств, как все обычные люди, или распоряжаться судьбой по своему усмотрению. Настроение у людей формируется как реакция на складывающиеся обстоятельства, удачные или неудачные. Склонность к негативизму, как правило, удерживает расположение духа на низком уровне.
А надо делать иначе, намеренно создавать себе настроение. Уже одно лишь знание того, что я способен управлять реальностью, значительно поднимает дух. Своим намерением я выбираю краски для своей реальности. Независимо от обстоятельств настраиваю себя на мажорный лад. Делаю это сознательно, а не реагирую примитивно на внешний раздражитель. Необходимо заиметь такую привычку. Создать настроение поможет слайд музыкальный, визуальный, что вам больше нравится. В идеале это должна быть картина, в которой ваша цель достигнута и вы чувствуете себя великолепно. С другой стороны, будьте готовы к тому, что некоторое время в слое вашего мира не будет наблюдаться никаких изменений. Или, напротив, как назло, полезут всякие неприятности. Ну так что же? Это все временные неудобства, связанные с переездом на новый уровень отношений с реальностью. Ведь вы знаете, что зеркало работает с задержкой. Нужно гнуть свою линию, несмотря ни на что. Спокойно держать паузу, в течение которой ничего не происходит. Должно быть буквально, как в той сказке. Оглянешься, окаменеешь. Пусть в зеркале пока творится черт знает что, но я-то знаю, никуда оно не денется, рано или поздно в нем отразится тот образ, который я создаю в своих мыслях. Если я не поддамся искушению оглянуться и буду твердо стоять на своем, в зеркале сформируется моя реальность. Все будет по-моему. Мироощущение должно быть таким, будто вы уже имеете то, что хотите, или вот-вот собираетесь получить. Помните, зеркало материализует то, что содержится в ваших мыслях. Например, если вас не удовлетворяет ваша внешность, вы смотритесь в зеркало без удовольствия. Все ваше внимание направлено на неприглядные черты, которые вам в себе не нравятся, что вы и констатируете. Нужно понимать, что вы отражаетесь в зеркале мира в соответствии со своим отношением к себе. Возьмите себе новое правило не смотреть, а подглядывать в зеркало мира. Хорошее выискивать, а плохое игнорировать, все пропускать через этот фильтр. Сосредоточьте внимание на том, что хотите получить. Что вы делали раньше? Констатировали факт: я толстая и некрасивая. Я себе такой не нравлюсь. А зеркало все больше этот факт укрепляло, верно, так оно и есть. Теперь же у вас другая задача — выискивать в себе только те черты, которые вам нравятся, и одновременно представлять в мыслях желаемый образ. С этого момента вы только и делаете, что ищете и находите все новые подтверждения положительных изменений. С каждым днем все лучше и лучше. Если вы будете заниматься этой техникой регулярно, вскоре вам придется только успевать раскрывать рот от удивления. В общем, надо сначала формировать отношения и только потом глядеть в зеркало, а не наоборот. Конечно, потребуется определенное время, чтобы к этому привыкнуть. Но игра стоит свеч. Теперь будете вы управлять реальностью, а не она вами. С учетом инертности материальной реализации отражения, мало-помалу преобразится в позитивное. В слое вашего мира накопится столько приятного, что уже не потребуется уговаривать себя развеселиться. Зеркальный круг завертится легко и непринужденно. Главное — сдвинуть его с места и разогнать своим намерением, а дальше все пойдет как по маслу. Да ну, что-то не верится, скажет скучный читатель. Если б все было так просто, ну что ж, не хотите верить, тогда разворачивайтесь, и добрый вам путь по зеркальному кругу за отражением может, догоните. А если не верите, но хотите, тогда я скажу, что вера здесь вовсе и не требуется. Не нужно верить, просто исполняйте предложенную технику, а там сами увидите, что будет. Для обыденного разума такие вещи навсегда останутся непостижимыми, потому что работа внешнего намерения незаметна. Разум никогда не поймет, каким образом может осуществиться несбыточная, с его точки зрения, мечта. Он никогда не поверит, что такое возможно, пока не упрется лбом в свершившийся факт. Вот и оставьте, пусть разум копошится в своих сомнениях, а вы тем временем делайте то, что должны делать. Да ну, что-то не получается, скажет ленивый читатель. Действительно, зеркальная техника слишком проста, чтобы можно было поверить в ее действенность. Все мы привыкли к трудным решениям сложных проблем. Люди не верят, что их мысли действительно способны оказывать влияние на реальность, и всерьез такие вещи не воспринимают,
а следовательно, и не пробуют этого делать. Это первая причина отсутствия видимых результатов. Второй же причиной является обыкновенная непоследовательность в действиях. Обычно люди быстро загораются какой-нибудь идеей и потом также быстро остывают. Но ведь чудес не бывает. Требуется сделать определенную работу, только в данном случае не руками, а головой. Разве может зеркало, у которого есть задержка, сформировать ваше отражение, если вы только на мгновение встали перед ним и сразу убежали? Теперь, когда вы знакомы с основными зеркальными принципами, вам остается лишь применить их на практике. Это и в самом деле просто. Для того, чтобы мыслеформа зафиксировалась в материальной действительности, нужно воспроизводить ее систематически. Другими словами, необходимо регулярно крутить в мыслях целевой слайд. В отличие от бесполезных мечтаний, которые происходят от случая к случаю, это конкретная работа. Таким образом, взяв под контроль свои чувства, которые привязывают вас к отражению, вы получаете свободу от зеркала. Не следует только подавлять эмоции, они лишь следствие отношения. Нужно изменить само отношение, свой способ реагирования и восприятия действительности. Получив свободу, вы обретаете способность формировать нужное вам отражение. Другими словами, управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. В противном случае реальность управляет вами. Управление реальностью может производиться в различной степени жесткости. Самый простой и легкий способ — амальгама. Она позволяет создать общий фон комфорта и благополучия, что в большинстве случаев вполне достаточно. Осуществление мечты уже требует большего терпения и целеустремленности. Зеркальную технику каждый может использовать в меру своих потребностей. Вообще утверждение, что мир является отражением наших мыслей, не ново. Это вроде всем подспудно понятно, но в то же время звучит как-то расплывчато, неопределенно. А потому и толку от таких знаний немного. Что делать и как? Некогда заниматься духовным просветлением, постигать тайные силы природы и развивать свои собственные. Но теперь у вас в руках конкретная техника. Вы знаете, почему это работает и что нужно делать. Просто делайте это. Остановите свой бег по зеркальному кругу, и вы увидите, как мир двинется вам навстречу.